Всем доброй ночи. В истории человечества очень много случаев, когда мужчины, например, приведу такой пример, бросали своих прекрасных жен, влюблялись в каких-нибудь не очень прекрасных женщин и просто были у них под каблуком. Исполняли, как верные псы, все, что им жена прикажет и укажет. И я думаю, что вокруг нас таких примеров немало. Как вы думаете, что это такое? Влюбленность, приворот? Может быть и то, и другое. А может быть, эти женщины знают какой-то секрет, или, может быть, им кто-то этот секрет передал, и они надевают на своих мужей наваждение. Что такое наваждение? Это когда тебе кажется не таким, то, что на самом деле происходит. Ну, например, женщина говорит мужчине: ты знаешь, вот этот партнер твой мне не нравится, он какой-то не очень. И он просто увольняет человека, может просто уволить ни за что, ни про что, но сделает, как жена сказала. И ему покажется, что это он сам так решил. Здесь не приказывает он. Здесь просто говорит человек информацию, эта информация принимается к сведению, и происходит то, что она хотела. И таких примеров много. В магии есть различные аспекты, различные возможности, различные заговоры, ритуалы, обращения к силам, благодаря которым можно подчинить себе обстоятельства. Почему магия тайная наука и почему она была недосягаема многим? Ну, потому что, во-первых, боялись, что ими воспользуются люди, которые не всегда честны на руку. Ну, еще потому, что это слишком, скажем так, недосягаемая наука для средних и не очень средних умов. И дабы беречь эту величайшую мудрость, его держали за 7 замками. Но потом постепенно мир начал меняться, и очень многое в сыром виде, необработанном, не совсем правильном, немножко искривленном, немножко деформированном начал выходить в люди. И, естественно, люди кинулись с помощью магии решать свои проблемы. И многие вместо помощи испортили себе многое в жизни. Особенно в 90-е, когда умудренные какие-то книги, якобы на старорусском языке, и же там еще чего-то, и же ты без сина-то скачешь, и же тебе поклонюся, и всякая ерунда. Но эта всякая ерунда имеет свойство все-таки портить жизнь. И поэтому, наверное, не случайно пришло время показать людям настоящую магию и дать работы безопасные, которые им помогут решать свои вопросы, свои жизненные проблемы. Ну, начали выходить, да, стоящие книги. Просто все книги до этой поры, если честно, которые мне доводилось читать, я их коллекционирую, у меня очень много различных книг магии разных времен издания. Пусть будут. Некоторые книги потом не издают вовсе. Некоторые под видом авторства издают старославянские там песнопения, заговоры и так далее. Пускай они будут для коллекции, не помешают. Но они более как бы могут быть нужны и полезны, наверное, практикам. Людям, которые умеют отличать, умеют переделывать под себя и создавать для себя то, чем они будут пользоваться. А обычному человеку от этих книг толку мало. И вот, создавая работы, я учитывала все эти нюансы и
как можно более доступным сделала магию, для того, чтобы не нужно было для ритуалов искать шкуру там каких-то белых змей и какие-то особые птичьи перья и так далее. Хотя такие работы тоже могут быть. Но в любом случае, бытовая магия, аскетичная магия, магия, которая вот прямо сейчас должна получаться, начитанная на воду, на огонь, она, наверное, все-таки самая сильная, потому что работает мгновенно и имеет место быть работа с природными стихиями. Сегодня хочу вас познакомить с таким персонажем русской магии, как матушка Кривда. Считается, что есть брат и сестра. Правда и Кривда. Правда в том, что перед вами стоит статуэтка черного цвета, Гекаты, и камни черного цвета, и свеча, и фон, как звездное небо. Но если мы говорим на языке Кривды, то перед нами все белое, и вместо звездного неба солнце светит. А вот докажите, что не так. Я говорю, что там солнце, и вот все это белое, и камни белые, и свеча тоже. Кривда – это не настолько сила перевернутой правды и неправды, сколько сила наваждения, внушения. То, что тебе кажется. Что такое наваждение? Это когда тебе в искаженном виде показывается реальность. Вот, например, муж, предположим, очень любит гулять со своими друзьями, а вам нужно его отвадить. Ведь вызов морока, вызов той же матушки Кривды не обязательно для плохих целей, собственно говоря. И для плохой цели не советую вам использовать это, потому что это обернется против вас. А вот вы хотите отвадить его от этих друзей. Вам нужно ему внушить, что ему туда идти не надо. По сути, это правда. Они не стоят этого внимания. Но как сделать так, чтобы он подумал, что ему самому перестали они нравиться? Вы знаете, я вам скажу по секрету, что в древние времена, даже во время спора или суда, все время следили за, значит, движением губ человека и даже приглашали ведьм, которые начитывали и наводили кривду, морок. Я уже говорила вам про сватовство, что специальных ведьм приглашали. И те, которые выдавали замуж дочку, которая была, может быть, не очень красавица, но надо было выдать. И те, которые хотели взять, чтобы на них морок не наслали, чтобы они не согласились взять ее в невестки, а потом уже поняли, увидели ее не самые красивые черты. Ведьм приглашали с обеих сторон, и начиналась такая тайная война между ними. Они друг друга чувствовали, что где-то тут они есть, и они были скрытые. Одна могла сидеть за спиной сватов, другая могла сидеть в чулане, наблюдать оттуда, понимаете, начитывая все время на них, наводя этот морок, чтобы вот эта, она красавицей казалась, вот эта косая девушка, которую нужно все-таки срочно выдать замуж, чтобы хромая казалась такой прям скачущий, бодрый, веселый. Так заключались браки, потом удивлялись, потом говорили, что морок навели, потом ссорились, потом всю жизнь друг друга ненавидели, обвиняли друг друга в колдовстве. Это оттуда и пришла эта традиция. Ой, начитали, навели, приворожили, обманули и так далее. И вот один из персонажей, который участвовал в этих обманных делах, это была матушка Кривда. Этим пользовались купцы. Могли начитать на своего конкурента или начитать на клиентов, которые проходили мимо. И когда те подходили, он мог показать, скажем так, кольцо с треснувшим камнем и говорить, что вот такое замечательное кольцо, как они говорили,
не обманешь, не продашь. Какое прекрасное кольцо, как оно смотрится на вашей руке. И человек просто в упор не замечал вот эту вот трещину. Покупал это кольцо, приносил домой. Домочадцы говорили: да что ж ты взял-то? Ты не видишь, какое оно? Приносил обратно отдавать, но уже начинался скандал. Ты сам упал, ударился, треснуло, а ты приносишь теперь обратно, а обратно не возьму. Надо было на месте, потому что врешь, потому что кольцо было красивым. И настолько человек убеждался, что, может, действительно я вот просто сам стукнулся и не заметил, сломал, а теперь человека обвиняю, еще мог и извиниться. Понимаете? Еще и мог доплатить за нанесенные там какие-то переживания моральные. Это когда вы начитываете, а потом начинаете говорить с человеком, разговаривать, убеждать в чем-то, или просто говорить о чем-либо. И он начинает делать так, как вам хочется. Ему полностью ваши слова кажутся истиной. И там даже если будут разрываться на части и говорить, что на тебе что-то начитали, тебе как-то внушают, без разницы. Есть три, варианта начитания вот того, что я сказала. Самый главный. Вот если, например, ваш начальник вас донимает, и вы хотите, чтобы он начал к вам прислушиваться, и в конце концов вы ему показались умные, хорошие, а все остальные ерунда. Найдите его фотографию. Значит, после полуночи, вот с 00:00 до 03:00 ночи, зажигайте свечу восковую, любую. За этой свечой ставите его фотографию. Глядя ему между глаз, вот где переносится, вот этот третий глаз, читайте этот заговор 1 раз. Потом ложитесь спать, а его фотографию кладете, можете под матрас, там, где ваши ноги, под вашими ногами. Он должен там лежать. Для пущего эффекта можете читать на работе, глядя на его кабинет, глядя на него, или ему в спину читать более будет эффективно. Далее. Если у вас разногласия со свекровью, начитать можете, глядя на комнату, где она находится. А еще есть другой вариант. Читать на воду и с этой воды потом готовить чай, кофе и угощать ее. Третий вариант. Начитать на воду, набрызгать на постель или там на углы комнаты, где вы с мужем спите, если вы хотите, чтобы муж вас слушал. Но знайте, что этот эффект, не одноразовый, но недолгий. Вот когда вы ввели его в это состояние, когда он сделал, как вы хотите, когда он перестал со своими друзьями общаться, он обратно туда не вернется. Освободите его потом. Если не будете дочитывать постоянно, то постепенно вот этот эффект уйдет. Но я все-таки не рекомендую читать на близких людей, потому что это может быть очень сильный такой эффект, и человек может такой, знаете, в прострации находиться иногда. Забывчивость начнется, потому что морок – это очень сильное энергетическое влияние на человека. Я такие заговоры рекомендую читать на людей, которые вам хотят навредить, или грубят, или судятся с вами, например. Вот взять их фотографию, отдельно читать, не оптом, 50 человек сразу, концентрироваться, смотреть на переносицу, то есть вот этот третий глаз, и начитать. После того, как вы начитали, если человек далеко находится, и у вас нет возможности сидеть, поговорить или там посоветовать, чтобы сделали, как вы хотите, значит, после этого говорите с изображением человека и говорите, например, значит, считай меня хорошей, в приказном тоне, как гвоздь вбивайте ему в голову. Значит, начни меня хвалить. Есть такой вариант, когда люди, которые с тобой враждовали, в какой-то момент начинают тебя расхваливать. Наверное, кого-то это удивляло когда-то.
Ну, в моем случае, например. Ну, неудивительно, это вас удивило. У меня была просто ироническая улыбка, потому что я знала, что так будет. Но, еще раз говорю, эффект, он недолгий. Вы своего добились, он начинает таять, уходить. Даже если вы забыли о нем, он начинает уходить. А если хотите закончить это все, получили все, что нужно, просто еще раз зажигайте свечу ночью, ставите фотографию человека и говорите: освобождаю тебя от морока, от наваждения, живи как жил. Если вы на воду читали и угощали, точно так же делаете, только на воду читай. Освобождаю тебя от морока и наваждения. Живи как жил. Ну, называй имя, конечно. Я думаю, что я объяснила вам, как и что нужно делать. Пользуйтесь такими работами очень осторожно и при очень острой необходимости, когда у вас просто выхода нет, и вам нужно сделать так, чтобы, ну, просто вот перестали вас либо преследовать, судиться, то есть перестали вас угнетать. Человек не просто отстанет, он начнет прислушиваться к вам и начнет делать, как вы просите, как вы говорите, как вы рекомендуете. Ему будет казаться, что это он так захотел. Он не будет помнить, что вы ему так сказали, понимаете? Это и есть наваждение, это и есть морок. А матушка Кривда, она всегда помогает в таких делах. Я вам больше скажу, можно даже нашептать. Вот просто не весь этот заговор, он длинный и большой. Просто вот человек достал вас на работе, вот идет там кофе пить или чай, его вот в спину сказать: матушка Кривда, переверни его задом наперед, да все наоборот. И вы увидите, как он весь день у него будет потерян. Все будет валиться с рук, он будет со всеми ругаться, он куда-то что-то положил, забыл позвонить и назначить важную встречу. Но это когда человек действительно вас достал. Еще раз говорю, никогда магию не применяйте как развлечение. За это можете получить. Надеюсь, что поняли. Вот когда вы 100% правы, и вас не оставляет в покое, не дает вам спокойно жить, вы имеете полное право себя защитить. И матушка Кривда вам в помощь. А теперь заговор. Матушка Кривда, зову тебя, приди. На него крепкий морок наведи. Матушка Кривда, твори на бекрень, свидетель небосвод, задом наперед. Все наоборот. Велю я тебе имя. Ночь не ночь, день не день. На себя морок и наваждение надень. Я скажу, ты слушай. Чем кормлю, то и кушай. Хоть бодрствуй, хоть спи. Что я желаю, то на ум прими. Мать Кривда, будет он дома или в поле, пусть везде он будет у меня в неволе. Пусть на мир смотрит моими глазами, слушает мир моими ушами. С этой секунды ты мой раб. Ты не ты. Как я скажу, как прикажу, так все будешь видеть ты. Иди моими ногами, гляди моими глазами, речи моими словами. Куда укажу, туда иди. Куда не велю, туда не ходи. Низкое кажется тебе высоко, умный кажется дураком. Не выходи через рабские врата. Не ослушайся меня никогда. Кривда, матушка, ко мне наклонись, силой своей со мной объединись. Наваждение на него наденем, как хозяйка пса на привязи водит, так пусть он за мной покорно ходит. Весна ему зимой кажется, от моего морока он не отвяжется. Лишь только когда сама пожелаю. А до той поры иди слово в дело. Сделай то, что я тебе велела. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклинаю.